Меня зовут Антон Пушной, а это моя мастерская классических американских автомобилей в Москве. Еще в конце 80-х годов отец привил мне к ним любовь. Автомобили — это моя страсть. Как и в любом деле, главное — это команда и любовь к процессу. Я объединил лучших специалистов, и каждый наш проект мы доводим до совершенства. Мы занимаемся полным циклом восстановления и кастомизации автомобилей. Крутые, эксклюзивные, дерзкие. В рамках мастерской мы собрали с нуля большое количество легендарных американских автомобилей. Chevrolet Chevelle 70-го года, Dodge Charger 69-го года и прочие легенды своего времени. Люди обращаются к нам не за тем, что им нужно, а за тем, о чем они мечтают. Ведь никогда не поздно иметь счастливое детство. Это Retro Legends Garage. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Retro Legends Garage. Многие в курсе, что классические американские автомобили имеют достаточно большую стоимость в России. А обусловлено это тем, что ввозные таможенные пошлины на них просто запредельны. Они в 2, а то и в 3 раза превышают стоимость автомобиля в США. Мы долго ломали голову, как нам можно создать следующий наш проект, чтобы он был более доступен для людей. И далеко ходить не пришлось. Мы обратились в американскую историю, в культуру и поняли, что вот же оно, вот это то, что нам нужно, то, что нужно привезти в Россию и сделать круто. Друзья, встречайте наш новый проект Ford F-серии пикап. Я уже очень давно мечтаю о крутом проекте на базе классического американского пикапа. Ведь эта история, культура в Америке развивается невероятно. Любая крутая рок-звезда или американская классическая мастерская имеет в собственности такой же. И год назад мне выпала возможность, когда мы случайно на eBay обнаружили этот Ford всего за $5000. Фотографии были не очень, но мы решили рискнуть и приобрели его. Это Ford F-серия 51 года выпуска в модификации F2, что означает грузоподъемность до 700 кг. И это последний год выпуска первого поколения. Вы, наверное, задаетесь до сих пор вопросом, почему я начал эту серию именно с разговора про таможенную стоимость автомобилей. Дело в том, что классические американские пикапы ввозить и растамаживать куда дешевле. Да и вообще, любой грузобортовой пикап стоит растаможить в 5, а то и в 6 раз дешевле. Например, здесь 4-литровый мотор. И мы отдали за таможню этого пикапа всего 550 тысяч рублей. Это ли не подарок? Выгода налицо. Мы приобрели автомобиль за 1 200 000 рублей, с учетом доставки из Америки. И я считаю, что это достойная цена за крутой проект. Он приехал к нам буквально вчера, и сегодня я его при свете дня вижу первый раз. Вместе с вами сейчас я изучаю его состояние. Честно говоря, я думал, он будет в куда более худшем.
Но машина полностью комплектна, аутентична. Посмотрите, машина до сих пор имеет оригинальные калифорнийские black plates, черные номера. На секундочку, только эти номера за счет своей аутентичности на eBay продают по 500-600 долларов. И она у нас комплектна, и она с ними. Я уверен, что если пробить историю номера, он будет принадлежать именно этому фургону. Состояние кузова без дырок. Он ржавый, но, видимо, кто-то пытался стилизовать его под какую-то крысу своего рода, да, стер краску болгаркой и состарил ее внешне. Но само состояние металла отличное. Да, он помят, но, ребята, это же фургон. В целом у него нет сквозной коррозии. Да, в кузове погнили доски. Но вы только представьте, как круто здесь будет смотреться крутой массив, например, из дуба, покрытый темным лаком. У меня уже руки не чешутся начать все это разбирать, а потом преображать. На машине можно проследить все слои краски, которые были нанесены на нее за всю долгую историю. Она в последнем варианте, видимо, была голубая. После этого, точнее до, была синяя. И потом виден красный цвет, а под ним уже металл. Скорее всего, красный цвет был оригинальный. И на двери здесь прослеживается какая-то олдскульная надпись. Не могу разобрать буквы, но конкретно видно, что машина была в Сиэтле, какой-то город Салтон, видимо, это Вашингтон, штат. Разобрать не могу, но эта надпись была на машине, скорее всего, с 1951 года, поскольку все следующие слои краски сверху. И здесь, когда очищали, она проявилась. Ладно, давайте перейдем в салон и посмотрим, что у нас здесь. В салоне нет ни одного лишнего отверстия, на мой взгляд, которое могло появиться за всю эту долгую эксплуатацию грузовика. Кто-то мог прикрутить календарик, кто-то сделать отверстие под крепление, не знаю, подстаканника. Здесь все это в оригинале. Цвет мы видим синий, но там, где облупливается краска, прослеживается оригинальный красный цвет. И, друзья, самое интересное, что все работает. Посмотрите, окна открываются, форточки с трудом, но открываются. По дверям проложены уплотнители, и я уверен, что это оригинальные уплотнители, потому что даже их крепление своеобразное, оно на месте. И это потрясающе. Я еще раз повторюсь, что мне это безумно нравится. Оригинальные пороги, оригинальное сиденье. За сиденьем, кстати, у нас установлен топливный бак. Вот здесь у нас заливная горловина, а сам бак находится вдоль задней стенки. Также здесь находится ящик под инструмент. И, кстати, инструмент тоже какой-то там есть. Не знаю, какого он года, но выглядит он аутентично. Я бы не сказал, что в кабине просторно, но вполне можно здесь поместиться. Ощущение, конечно, так себе. Машину бы для начала помыть и почистить сиденье. Но ладно. Все здесь выглядит очень круто, и даже логотип Ford красуется по центру. Имеется бардачок. А в бардачке у нас куча какого-то хлама, друзья мои. И здесь игральные карты в олдскульном стиле. Мне кажется, это старенькие карты с президентами и разными генералами, чиновниками. В общем, карты связаны с правительством. Они немного карикатурные, но они здесь лежат, и они выглядят очень атмосферно. Также здесь какие-то спички. 7-Eleven, магазин. Калифорния, Ла Меса. Год не указан, но, судя по всему, они старенькие. Как минимум сейчас таких спичек уже, друзья, не существует. Просто коробки изменились, и они не выглядят так. Жвачка, да, какая-то жвачка. Bubble Yum. Она дубовая. Я не уверен, что хочу ее пробовать. И лежит она давно. Не знаю, есть ли здесь срок годности. Будет любопытно увидеть его. Но, видимо, нет. Пахнет странно. Как думаешь, я не откинусь, если попробую? Странный привкус. Она вроде и воняет, и вроде чуть-чуть сладкая. А давай, знаешь как? Короче, друзья, если это видео наберет 20 тысяч лайков, я съем эту жвачку. Это немало, нет? Я съем эту жвачку. Вот. Я, конечно, не очень хочу, но
чего не сделаешь ради лайков на ютубе. В общем, давайте, ребят, вперед. Так, какие-то бумаги рваные, высохшие, пожеванные, но датированные 78 годом. Ford пикап, владелец Уильямс Кирк. И это, скорее всего, то ли техосмотр, то ли непонятно что. Цена $27. Не знаю, видимо, техосмотр. Но это, как видите, рассыпается у меня в руках. Это нужно будет обязательно сохранить, заламинировать и держать в комплекте с машиной. Едем дальше. Еще какие-то спички. Так, здесь у нас какой-то клуб. Это театр. Melrose Place, Голливуд, Калифорния, естественно. И дата у нас здесь 78 год. Чума, это история. История, которая находится в бардачке этого пикапа. Что дальше? Какая-то проводка. Дворник, который отсутствует, кстати. Куча салфеток, карандаш. Это Биг. 49 центов. Какие-то старые бычки. Вы представляете, к нам доехали старые бычки. Это у нас сигареты Merit. Это я не знаю что. Расческа. Обязательно для бакенбард. Немного стрёмно, конечно, рукой там шарудить, но все для вас. Еще какой-то документ. Ничего себе. Это, в общем, карточка регистрации транспортного средства. Датирована 1974 годом. Владелец какой-то Чарльз Дональд Шорт. Все данные по машине. И адрес Сан-Педро, Калифорния. То есть, исходя из всех этих данных, мы действительно можем понять, что все это время машина находилась в Калифорнии, и именно поэтому она в таком отличном состоянии. Она не видела ни плохой погоды, ни зимы, ни реагентов. Естественно, она в идеале. Еще какой-то пакетик. Датирован, кстати, 52 годом. Но у меня есть подозрение, что это просто... Была какая-то запчасть упакована сюда и написали от какой машины. А может быть все-таки и год. Неизвестно. Розетка. Непонятно зачем она здесь. Дужка от очков. Еще карты. Какая-то непонятная штука. Удивительно, что я там до сих пор змею не обнаружил. Так, хомуты, мусор. Господи, сейчас я так и стреманулся. Так, ну это мы уже вырежем, да? Очки. Какие-то модные очки. У нас уже традиция находить очки в тачках. Это no name, но они достаточно олдскульные. Еще бычки. В общем, наверное, это самое интересное. Дальше уже ничего не найдем. Но круто то, что это все здесь есть. Здесь также присутствует оригинальная табличка с информацией о автомобиле. Здесь оригинальный ВИН-номер, вес и, пожалуй, все. Потому что это, видимо, какая-то дополнительная информационная табличка. Основная находится у нас под капотом. Это пепельница. Она присутствует. Механизм, видимо, немного сломан, но она есть. Вот здесь должна была быть колонка, но, я как понимаю, она отсутствует. Механическая коробка передач. Трехступенчатая. Педальный узел и приборы. Все в потрясающем состоянии для 51 года, друзья. Честно говоря, на моем опыте я первый раз встречаю такую хорошо сохранившуюся машину, поскольку до наших времен доходят либо уже сгнившие какие-то, да, экземпляры, либо восстановленные, где уже ничего вот этого всего и не найти. Это круто. Это история, которая сейчас находится у нас в мастерской. Итак, друзья, пикап в мастерской, и теперь я предлагаю уделить внимание его двигателю.
Здесь он установлен оригинальный, который был на нем с завода. Это Flathead V8 объемом 3,9 литра. Мощностью всего 100 лошадиных сил. Но этот мотор имеет огромный плюс, он здесь стоял в оригинале. То есть с завода, как я и сказал, поэтому он весь комплектный. То есть я не вижу никакого колхоза ни по электрике, ни по навесной части. И это очень круто, очень приятно, что автомобиль 51 года дожил до наших времен именно в таком исполнении, в оригинале. При визуальном осмотре двигателя складывается достаточно удручающая картина. Он весь в ржавчине, в пыли, в грязи. Но такие вещи, как, например, новые, абсолютно новые свечи, указывают на то, что кто-то все-таки с 51 года пытался что-то сделать. Возможно, несколько лет назад. И также наличие масла, которое капает, течет, и оно присутствует по уровню, меня тоже, безусловно, радует. Сейчас я хочу попробовать завести мотор, но для этого, естественно, нужно снять карбюратор, снять топливный фильтр, отсоединить магистраль, поскольку топливо, естественно, из бака брать категорически нельзя. Также я сниму все ремни, посмотрю, как крутятся шкивы и, главное, как крутится шкив коленчатого вала. Если он крутится и каких-то особых дефектах не выявится, я все соберу обратно по топливной системе, поставлю канистру и попробуем прокрутить. Посмотрим, проверим искру. Судя по состоянию проводки, есть шанс, что она целая, рабочая, поскольку соплей никаких нет, она задубела, да, но я надеюсь, повреждений нигде не будет. А если они будут, мы их найдем и исправим. Также мы сможем попробовать напрямую подать напряжение на стартер, если нужно. Ну, естественно, такие вещи, как генератор, датчики и все остальное нам сейчас не нужно. Главное, сама цель — попробовать прокрутить мотор и, может быть, брызнуть бензинчик и посмотреть, заведется ли он. И все это мы сделаем сейчас, поэтому погнали. Modern slavery, 9 to 5, grind and strive, fuck a nigga pay me less, and pay my bills at minimal, but see it pay me stress, doing this, doing that, and turn around and scold you true, how I did it wrong when I just did it like you told me to, fuck you, eat a dick, that's what I be really thinking, yes sir, no sir, that's what I be really speaking, cause even though this job pissed me off, obviously, what make a nigga piss more is living poverty, obviously I gotta work, suck it up and give a smirk, smiling even though it hurt, and see my boss a fucking jerk, they call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low I can't afford to call collect. And that's better than Mike Jack with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one shot. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. I see them laughing as they passing and harass me colder. Cause see my passion keeps on passing me, I'm getting older. That's why I rarely let people at my job know I rap. Cause that just turned to some circus like I'm an acrobat. And my coworkers are nosy and I don't miss it hardly. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit offended you would ask me to. Don't get it twisted that I'm working here cause I'm just passing through. But they don't believe me cause I've been here for years working. And so it's seeming it's dreaming the rapping ain't working. On a professional level it's so objectionable shovel I'm doing dirt with, so every day I work shit. I'm steady slaving, behaving just like I'm Roots Tobin. I feel dejected, rejected, sit on my stoop slowly. And it's better than Mike Jack with the White Sox. I'm steady slaving for days, just give me one. Я почистил топливную систему, а именно карбюратор и топливный насос. Я не разбирал, не диагностировал конкретнее что-то. Я просто убрал тот песок, который скапливался все это время, почистил колбу топливного фильтра, в котором уже закис просто старый бензин и образовался какой-то смоленистый налет. Теперь следующий шаг, я предлагаю попробовать покрутить мотор. Ну что, момент истины, попробуем через аккумулятор, через реле стартера прокрутить двигатель. На мой взгляд, это весьма странный звук, которого не должно быть, но не знаю, что случилось. Короче, стартер пробуксовывает. То ли
там шестеренки слизаны, то ли он не стоит как следует, то ли, может быть, бендикс не срабатывает, и он просто не встает в паз на шестеренке. Но таким образом мы не сможем проверить, крутится ли двигатель, поэтому я предлагаю вручную прокрутить колено. Удивительно, но мотор колена крутится, даже не прикладывая особого усилия, даже через просто вентилятор, через ремень. Я могу прокрутить без проблем двигатель, что наводит на мысли, а все ли хорошо с компрессией? Для этого нужно, давайте попробуем хотя бы выкрутить свечи, хотя бы на одной стороне, и посмотреть, что происходит внутри. Как я и говорил, ребята, свечи уже кто-то менял, я вам больше скажу. На этих свечках мотор не работал вообще, они абсолютно новые. Вопрос почему? Либо кто-то не довел до конца сие действия, либо он просто не смог воспламениться. Ну, из хороших новостей поршень двигается, и камера сгорания выглядит неплохо. Но, опять же, это нам толком ни о чем не говорит, поэтому все-таки я предлагаю добраться до стартера и посмотреть, в чем дело, поскольку, ну, я не смогу даже проверить компрессию, не прокрутив мотор стартером. Поэтому перекатываемся на подъемник и снимаем стартер. Ну а раз мы подняли машину, чтобы заняться стартером, давайте посмотрим, что под ней скрывается. Еще раз повторюсь, машина в отличном состоянии, и здесь это наглядно видно. Нет сквозной коррозии как на раме, которая толстенная, так и на кузове. Все в поверхностной ржавчине, но нет дыр, нет сквозной коррозии. Да, есть дырки в деревяшках, но это не проблема. Пол мы положим заново, а вот состояние кузова весьма отличное. Что еще интересного? Барабанные тормоза, передние и задние. Жирный достаточно мост, очень необычной конфигурации. Такого вы, наверное, еще не видели. Обычно крышка спереди или сзади, а здесь он соединен вот так вот, вдоль. То есть, чтобы его снять, нужно полностью разобрать рессоры, подвеску, снять мост и уже раздвинуть пополам. Карданный вал, на мой взгляд, он достаточно хлюпенький, но я напомню, машина у нас с грузоподъемностью до 750 кг, поэтому, я думаю, жирнее кардана с мотором в 100 лошадиных сил ему не требовалось. Выхлопная система, одна часть отсутствует, она немножко подгнила и болтается, но дальше идет банка, и, я как понимаю, она достаточно замененная была, но когда, неизвестно. Опять же, машина калифорнийская, она не видела дождей и плохой погоды вообще, поэтому я в восторге от состояния. Это действительно приятнейший сюрприз в этой покупке. В передней части автомобиля подвеска, двигатель, коробка передач, система стояночного тормоза, она здесь достаточно необычная, она установлена непосредственно на муфту карданного вала. Я не вижу масляного фильтра, скорее всего он где-то либо внутри мотора спрятан по технологии, просто обычная железная губка, которую надо почистить и все, либо он вообще отсутствует. На классических машинах зачастую такое тоже встречалось. Выпускной коллектор в отличном состоянии, не прогоревший, да, он покрыт внешней коррозией, но дырок нет. Ну и спереди у нас балка, рессоры и амортизаторы. Все весьма просто, гуру у нас здесь нет, здесь достаточно жесткое усилие на руле, когда мы его катали, чувствуется, придется накачаться, чтобы на нем ездить. Главный тормозной цилиндр также у нас расположен под машиной, в ногах водителя, и к его состоянию у нас тоже есть большие вопросы. Тормозов нет, но я вижу, что сильно поврежден сам цилиндр, резинки все задубели и разваливаются, а шток наглядно видно, что болтается в самом цилиндре, и это 100% однозначно замена. Но, друзья, все запчасти на этот пикап есть в Америке, какие-то $60, и новый GTC будет у меня здесь в Москве. Я его поставлю, и проблема будет решена. Также мы можем наблюдать стартер. Он у нас в открытом доступе, снять его достаточно легко. На мой взгляд, всего 2 болта, и он должен выйти наружу. Но кто-то его пытался уже на нас снять. Непонятно. Отсутствуют некоторые болты крепления коробки передач, а также видны следы
то ли ударов, то ли отвертки. В общем, кто-то уже здесь до нас пытался ковыряться. И я очень надеюсь, что неисправность будет на виду, и мы сможем ее устранить, чтобы попробовать завести автомобиль. Стартер вышел из своего паза без каких-либо проблем. Мы наглядно смогли увидеть, что он, естественно, отличается, как-никак 51 год. У него отсутствует втягивающее. На него подаются просто плюс и минус, и мотор его крутит. А за счет инерции и пружины шестеренка заходит или возвращается на свое место из маховика. И благо, никаких проблем с его ремонтом не возникло. Мы просто почистили и смазали направляющие, и все заработало. То есть проблем никаких не возникло. Мы потратили на это 15 минут своего времени, и вуаля, стартер работает. Дальше мы заменили катушку, которая не давала искру. Мы попробовали поставить несколько других. Одна наша была нерабочая, вторая была тоже с дефектом. И мы сняли заведомо с рабочей машины новую катушку зажигания, и вуаля, искра появилась. Провода хоть и выглядят не очень, но они тоже рабочие. Трамблер в полном порядке. И нам оставалось просто подать топливо. Мы залили сначала в карбюратор, попробовали завести машину, и она завелась. Она еле-еле, тяжело-тяжело начала схватываться. Естественно, после этого мы заменили масло и уже подкинули новый наш пресловутый топливный бак в виде канистры. Естественно, это временное решение, но нам хотелось посмотреть, работает ли насос и карбюратор вместе. И все удалось, все заработало, машина завелась и отлично, я вам скажу, работала. Никаких посторонних звуков, небольшие были нарекания на клинившую помпу, но чуть-чуть ее смазав, подстучав, все заработало. Все ремни начали крутиться, все ролики вращаться, и все очень-очень круто. Ну и поскольку мотор работает исправно, естественно, мы залили воду, поскольку радиатор у нас был сухой, и кто знает, когда там последний раз была какая-то жидкость. Конечно же, она потекла просто со всех патрубков, но это не беда. Главное, что мы хотя бы хоть как-то защитим мотор от перегрева, вентилятор работает, помпы крутятся, поэтому можно безопасно попробовать выехать, ведь все исправно, все работает. У нас даже тормоза есть, а именно ручник. И не терпится, поэтому помчали. Эта штука едет! Я не верю в это, но она поехала! Не знаю, какой это выезд за сколько лет, но это нереально. Едем своим ходом. Ну, в целом, друзья, все очень круто. Машина едет, скорости переключаются, машина заводится из салона кнопкой. Единственный минус: у нас нет сцепления. Мы не стали разбираться, что с ним, поскольку для этого нужно снять коробку, и это займет некоторое время. Сейчас же машина едет. Я втыкаю скорости либо силой, завожусь на первой передаче, и этого достаточно. Удивительно, машина на ходу. Она, можно сказать, работает исправно, мотор шепчет, и это очень круто. Я еду, пожалуй, дальше. Итак, друзья, отвлекло меня от этих безумных покатушек лишь только отсутствие бензина в нашем топливном баке, импровизированном топливном баке. Но, что я могу сказать, это невероятно. Если честно, мы даже не ожидали, что мы сможем завести, а уж тем более поехать в этой конфигурации. Мы думали, сейчас мы привезем и начнем его строить, выкинем всю начинку, но решили потратить буквально день, и результаты превзошли ожидания. Машина поехала, да, без сцепления, но я прокатился на фургоне, не знаю, сколько лет он не ездил, и это реально круто.
Подводя итог, хочу сказать, что за цену, ну, грубо говоря, максимум 1,5 миллиона рублей, это уже с учетом всех пошлин, брокерских услуг, эвакуаторов и так далее. Это весьма адекватные деньги. Вы же и просили подобрать вам что-то, из чего можно собирать крутые, реально крутые на мировом рынке проекты, но с куда более меньшим бюджетом. Поэтому вот вам конкретный пример и образец. Поэтому, если вы хотите собрать что-то такое же, пишите мне. Ведь много есть вариантов, как его можно собрать. Можно оставить как есть, можно собрать какой-нибудь безумный про-билд, мотор с 2 турбинами и участвовать в любых соревнованиях. Можно собрать его под кольцо, можно собрать его в драг и так далее. Он может делать все, что угодно. Это максимально практичный пикап. Друзья мои, и если вы хотите узнать, что будет с ним дальше, не забудьте подписаться на канал. Также пишите комментарии, ставьте лайки и скидывайте ссылки на это видео и на наш канал своим друзьям. Поэтому, друзья, до новых встреч и увидимся на канале Retro Legends Garage. When I saw you